Дорогой друг, ты на канале Cosmic Gamer, меня зовут Евгений. Мы продолжаем играть в игру Stationers, выживаем на Марсе. А пока загружается игра, я хочу поблагодарить тебя за твои поддержки, комментарии, лайки и подписку. Итак, мы 166 дней на Марсе. У нас как раз уборка пошла. Я, кстати, заметил, что когда загружаешься в игру, Харви запускает уборку, и он не выдает семена. То есть, если попадает момент уборки на именно момент сборки семян, то мы ничего не получим. Такой момент замечен, то есть я его заметил, да, этот момент, надо будет с ним в ближайшем будущем разобраться. Итак, по поводу газов. Сейчас мы кушаем быстренько. Вот, кушаем, пьем. Побежали сразу на газовые контейнеры, посмотрим. Кстати, если у нас есть вот жидкостный переходник. Вернее, он не переходник, а что у нас здесь есть? Просто вентиль. Мы можем попробовать сразу реализовать переход нитрогена в жидкое состояние, в случае, если он у нас накопится выше определенного давления. Стой, стой, стой. Я возьму трубы. Возьму трубы, насосы, все, что касается чип памяти. У нас тут еще есть хорошего, что можно вынести. Дверки, коннекторы. Сортировщик пока нет. Да, в общем-то, мы это все повыносим. Что там выключено? Побежали на улицу. Кстати, в каком состоянии мы оставили печь? Печь мы оставили во включенном состоянии. На что? На электрум. Да, и у нас там есть электрум. Тогда мы ждем, когда она выйдет на режим под электрум. Есть куда откачивать. Ну, нет куда откачивать, но она продолжает это делать. Может чревато быть взрыву или разрыву. Да? Да. Ну, у нас варианты какие? Либо мы газы накапливаем и что-то с ними делаем и фильтруем, либо мы их выпускаем. В данный момент работает фильтрация. Вот по нитрогену у нас большой вопрос. Я подсмотрел у одного известного блогера. Как-то вот смотрел его трансляцию и увидел подсказку по поводу газов. Получается, закись азота. И вот сюда надо смотреть. Максимальная температура жидкости. При 2000 килопаскалей, 2 мегапаскалях у нас азот начинает сжижаться. Я вот не обратил внимания на то, что это происходит. Это у нас уже будет жидкость. Как только 2000 перейдем в паскалях,
И получается, что у нас здесь по азоту. Кстати, у нас же есть краска. Краска зеленая. Азот, конечно, не зеленый. Получится два зеленых бака. Ну да ладно. Хоть как-то их отличить. Здесь у нас выходит пока что 66 килопаскалей. Пока у нас здесь порядок. А как только будет выше 2000, у нас здесь будет сразу жидкость. И вот это вот узелок этот нас уже не спасет. Я в данный момент, пока у меня газ не накопился в достаточном количестве, я обновлю программу. Программу, которая рассчитывает максимальный уровень. Вот нитриоз оксид input. Здесь надо не 6,5, а давай 1950 сделаем с запасом с небольшим. Вот, будем докачивать только до этого объема. Потом перестанем выбирать. Ну и я, собственно, вспомню о том, что мы перестали выбирать, увижу это все. Поставлю еще жидкостный резервуар сверху. Будем перегонять, как только давление будет достаточно в жидкости. По остальным полютант и карбон-диоксид стоит тоже посмотреть. Второй. Главное не перепутать. Второй. Я не сохранил, теперь сохранил. Экспорт. Карбон-диоксид и полютант. Углекислый газ это у нас карбон-диоксид. Ух ты, тут 6000. И... Да, получается 6,5 уже будет жидким. Значит, ставим здесь 5950 для карбон-диоксид. R800, 5950. И полютанцы надо тоже посмотреть, при каком состоянии они начинают сжижаться. Токсины. То же самое, 6000 килопаскалей, и все, и он жидким станет. Это мы поправили. Теперь во втором наборе. Тут у нас кислород, нитроген и... Нитроген это азот. И волатилис. Кислород 6. Нитроген. Нитроген, вот он. Тоже 6. Летучие вещества тоже 6. Значит, меняем всем на 5550. Пожалуйста, поменяли. Я сейчас быстренько проверю. 6. 6,50, 6,85 мегапаскаля здесь есть, а температура, высокая температура. Еще посмотрим по температуре. Углекислый газ. Жидкость начинается с 265 кельвинов. То есть, если температура опустится, он у меня сжижется сразу. Ну, здесь высокая температура, будет держать. Так. 590, 950 как раз полютанс. Но высокая температура. Температура упадет, давление упадет в этом контейнере, но
Она не будет падать, потому что у меня здесь бак изолированный. Да, в общем-то, это опасненько. Вот этот газ вообще нужно охлаждать еще больше. 32 градуса. Чревато соединение с... Ну, тут стоит уже один охладитель. Радиатор, вернее. Очень чревато к возгоранию. Я стеночек натулил, да? — 12 градусов, прекрасно. Что там по объемам? 6,3. Здесь вообще 1000 градусов. 9 мегапаскалей. Жестко, конечно. Да, в общем, это то, что я хотел сделать сразу. Вот у нас уже пределы под давлением прошли, и фильтры повыключались. Хотя есть еще даже вот карбон-диоксида еще есть какое-то количество. Да не какое-то, а хорошее количество, его бы забрать. В общем, я тогда сейчас сделаю еще платформы и добавлю еще баки. Баков мне нужно 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 баков минимум. И мы сейчас и займемся. Потому что дальше надо печку освобождать, давать печке работать с газами. Это можно уже отправить гулять эти трубы в утиль. Я думаю. Что это такое? Это жидкостная цистерна. Просто жидкостная, даже не изолированная, ладно. Изолированные трубы, есть неизолированные. Ну, жидкостные обычные трубы можем в этом, внутри вазы поставить. Там себе будут неплохо себя чувствовать. Что? Вот у меня еще зелененькие есть. Пойду сделаю теперь. Баки. На баке нужен кремний. Кремния у меня, конечно же, нет. Или есть там совсем немножко. В любом случае, сейчас зайду попью, поем. Опа, у меня энергия заканчивается. Буря пошла. Вот что бывает, когда прыгаешь во время бури? Прекрасная погода на Марсе сегодня. Просто отличная. Кстати, а мы же рискуем... вот тут мы тоже рискуем сжижиться. Или не рискуем? 5,5 давление. Не рискуем. Температура для карбон-диоксида на сжижение. Какая здесь температура? Минус 8 градусов. При давлении 6000 килопаскалей. Ну, вроде бы не рискуем. Так, что у меня по материалам? Здесь у нас припой живет. Давай.
Там в печке у нас готовый электрум, вернее, не готов, а готовится быть электрумом. Здесь пусто. Там вернее, ингредиенты лежат на печке, и когда будет куда откачать газы, она выйдет на режим приготовления электрума. Что у нас по бакам? Изолированная газовая цистерна. Нет кремния. Понятно. Просто нет кремния. Сходим-ка мы еще в принтер инструментов. У меня же появились сплавы, такие как инвар и константан. Может, я себе сделаю что-то полезное? Это у нас что такое? Железо. Давай-ка мы железо в автолатик забросим. Сделаем здесь каркасиков. Пока там делаются каркасики, я могу сделать полезную вещь одну. Эту лампочку все время хотел перекрутить наверх. А мне вот ее постоянно хочется сюда перецепить. Я все забываю, да забываю. Ой, хочу поставить. Кабели закончились, да? Ну, кабели. Минута два, это мало. Там по каркасикам. 20-очка уже есть, хватит. Достаточно. Так, что мы тут можем сделать? Давно я не заходил в этот принтер. Ну, скафандр у меня поврежденный, да? Можно сделать себе новый. Можно пока не делать. Икара тут всякие скафандры. Шахтерский рюкзак. Это все мне сильно надо. Реактивный ранец. Железо, медь.
с этим что не так? Этот со стали состоит. Сталь, золото, свинец простой. Просто реактивный ранец, я так понимаю. Канистра с грунтом. Краски. Краски. Наделать себе красок. В принципе, давай. Хотя бы по одной. Белая есть, красненькую. Фиолетовая. Вон их сколько. Ну, вроде бы все сделал. Можно вот манипулятор ландшафта, кстати, себе сделать. Инвара, одна штучка пойдет. Позакидывать эти, позалатывать дыры, которые у меня накопанные возле базы. Тогда нужна канистра под грунт. Там трубы гнутся. Сейчас будет бабах. Сейчас будет большой бабах. На, не успел. Там 1000 градусов просто. Печка разогналась до невероятного размера. Хотя, ну, в печке все нормально. 18 мегапаскалей, можно жить. Что взорвалось? Что здесь загорелось? Газ загорелся, который с печки вышел. Топливо горючее, я так понимаю, было на выходе. Чё, нигде не порвало? Как будто бы нет. Даже провода все на месте не поплавились. Получается, газ сгорел. Это было. Я выпустил газ, открыл вентиль. Я так понимаю, горела горючая смесь, которая вышла вот наружу. Да.
Бывает такое. Вопрос, почему она начала максимальное давление набирать? Есть такой вариант, что надо выходить из игры. Может быть, еще и процессор перевключать. Что так, что у нас Electrum. Electrum и что? Ты качаешь? Нет. Никто ничего не качает. Никакие насосы ничего не накачивают. Давление падает. За счет того, что газы перегорают, температура падает потихонечку, падает давление. Я так это понимаю. Вот. И что дальше? Дальше надо, чтобы накачался азот. Когда стравится давление до давления для электрума. Но некуда пока это все стравливать, потому что у нас вот там пусто. Ну давай пока выключим регуляторы печки, чтобы насосы не включались никакие. Просто оставим ее в закрытом виде. Можно, конечно, вообще выключить всю регуляцию. Пока мы там ничего не делаем. Вот это я хорошо что услышал. Что у нас там произошло. Как бы сейчас была минус печка и минус все настройки. Та игра, которая не дает тебе скучать. Ой, чё ты все железо потратил? Нафига мне столько канистр? О да, это я уже прошляпил. Что я еще хотел сделать? Эту штуку надо будет сделать как-нибудь. Как-то. Шахтерский бур у меня есть. Ну, в принципе, все. Теперь у меня много канистр для грунта. Они же, естественно, не стакаются, да? Нет, ну я, конечно, часть буду утилизировать из этих канистр. Мне так много не надо. Надо батареечка, да? Батареечка и вот эта хрень. Я так понимаю, он умеет забирать и выдавать. Ну, по идее так. Сюда на... О, так они сюда вкладываются, в шахтерский. Ой-ой-ой, отцепись. Так что такое поезд для инструментов? Мне где-то был шахтерский рюкзак.
Это сейчас будет набор шахтера-энтузиаста. Там. Что, прошла буря, пойду покопаюсь. Покопаюсь, найду. Ну, мне железо теперь надо копнуть. Критический уровень обезвоживания. Что мне еще надо сделать? Грунта вот насобираю, пойду. И кремний нужен. Прям миллион кремния. Все. Хочешь, и скорее всего есть. То это просто транспортная труба. Заберу. Заберу, а вот это вот, кстати, можно утилизировать. Позитные. Какие тут штуки. Вот точно не надо. Да. Поел, попил. Давай еще пожрешь. Это вот надкуси. Теперь пойдем. О, чё краска. Чё больше по базе краска нигде не валяется? Стой, 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 стой. Чуть не вдохнул. Я выпустил кубик, да? Я кубик выпустил. Жалко. Да, передумал я, в общем, заходить, выходить. И нажал Cancel Depression. Потерял немножко объема полезного. Я хотел вот это все утилизировать. На ради этого остановился. Я хочу вот сюда эту штучку переделать.
Ну, даже вот так. Чисто приемник поставить. Да, еще их разбросал. О, тут оставлю пока так. Разгоняется и короче, это все разбирает. Да, пойдем теперь ковыряться. Надо было еще, конечно, взять с собой эту штуковину, которая. Я прибежал с раскопок. У меня печь сейчас во включенном состоянии. Я начал плавить руду, и у меня немножко видео не записалось. В момент, когда я плавил непосредственно слитки. Ну, не слитки, а я закидываю сейчас сквозняком. В принципе, его ничего важного не пропустили. Я поплавил железо, не сплавы, а медь, золото. Сейчас вот свинец доплавится. И на этом пока все. Печку оставляем. Я выключил рычаг. Можно это все просто выключить.
Посмотрим, что у нас по запасам. Надо пополнить запасы личные. И будем делать баки. Речка наша традиционная. Вот, собственно, то, что я наплавил. Железо, золото, медь, серебро, свинец, электрум. Тот, который был у меня в печке. Я сбросил давление и кремний. Сейчас быстренько сделаем несколько моточков кабеля. Пока будем есть, пить. Мы ждем. Ожидаем. Можно повыключать. Тема работает стабильно. Газовая цистерна. Просто мне нужна изолированная. Так, что у нас там? Десяток мне надо их, да? Ну, кремний. Сколько на самом деле? 4, 5, 6, 7. 7 штук мне надо. 7 я бы еще сверху еще 2 добавил. 7, 8, 9 штучек я бы сделал еще. Ну и медные кабели, естественно, мне он в бесконечном количестве нужен постоянно. Харви. Что мне на Харви надо?
Медь, ста, электрум, припой, кремний. Хорошо. 4 уже цистерны. Пять. Так, здесь все есть. Все позаряжал, что хотел. Ну да, вроде. Один. Мне там сеть прыгнула, да? Сеть прыгнула. Поток кабеля. Когда не попаду. Слезь же ты со стола. Кошка пришла ко мне. На стол. Там 5, 7. Еще 2 штучки надо. Это 8 будет. Девять штучек есть, да? Там 5, здесь 4, 9. Теперь пойдем в принтер электроники. По случаю.
Стабилизатор генов растений. Стеллит и инконель. Ну, это, конечно, супер сплавы. У меня таких нет и пока не будет. Процессор реагентов. Анализатор генов. Есть стабилизатор, есть анализатор. Соединитель. Тоже иннокель. Ну, анализатор можем сделать. Чисто посмотреть, что там с растениями. Да, дальше нам надо Харвики. Харвики. Сколько штук? 3 сюда влезет в ряд. Выпал стабилизатор. Так. Получается, следующий вот здесь сядет. Да? А тут уже некуда, тут у нас уже стоит. Повернуть его разве что в эту сторону. Парами вот так, значит, да, будет у нас. Харвик, у него вперед-зад должна быть конвейеры. Можем, конечно, боковые Харвики поставить. Тогда получается, следующее, если ставить, то вперед-зад по конвейеру. Так. Да. Получается так. У нас там по трубам. Я все вынес. Сейчас принесу оттуда. Тогда надо вот эту штуку развернуть. Проводку поменять чуть-чуть. Или не менять, куда ты будешь выкидывать товар. Всё потухло. Потому что... Вот так.
Железо, железо. Это все выкидывать, да? Давай, повыкидываем. Хотя нет, не будем пока выкидывать. Придется выкинуть, потому что будет потом. То не слава богу. Надеюсь, мне в голову ничего сейчас не отлетит. Все получается, да? Где тут железо? А железо у нас... Ну, есть у нас железо, конечно же, есть. М, Повернули. Ну, в электропринтер. Всё? Золото, медь, сталь. А куда все это делось? Было же много всего. Либо оно куда-то улетело. Куда оно могло все улететь? Это вот, конечно, загадка. Либо на улицу выпало в Рим туда, да, сзади. Могло такое случиться? Давай проверим. Может, снизу? Нет. Ну, не может быть, чтобы половина всех слитков куда-то пропала. Она где-то. Где-то там. Охо. Пойдем поищем. Вон оно все лежит. Как знал. Я просто догадывался, что оно все там.
Все забрал? Тут еще хвостики пообрезать. Никак к ним не подойду. Вот подошел. А ты кто? Да, так бывает. Куда ты выпадаешь? Все забрал. Вот, теперь это мои слитки. А то я прям как... Получается, было открыто вот здесь вот. Не было куда скидывать. Я скидывал куда попало. Просто выпадало из трубы куда-нибудь. Медь закончилась, да? А медь куда делась? Неужели я медь тоже потерял? Да нет, там вроде бы все забрал. Значит, я из меди сделал все, что хотел. Да. Принтер электроники. Себя улучшить. Ну давай. Улучшим себя. Не помешает. Нам понадобится на улучшение принтера электроники. Вертка для всех улучшений, я так понимаю, нужна. Процентов. Там интересно, вот пишет 0 меди, а надо 5. То есть он что, ее расходовал? Как он делает сейчас без меди? Железо, золото, сталь, серебро, никель, свинец, электрон, вар, константан, припой, кремний. Меди нет. Меди я где-то засеял. Как пшеницу взял, посеял, она растет. Ну, два варианта. Либо я ее потратил все-таки на провода, либо она ушла куда-то в подполье. Но я подполье сейчас разбирать не буду. И не совсем камильфо сейчас его разбирать.
Всё началось с того, что я лампочку перевесил, да? А. Не, ну лампочку надо доперевешивать. Что там у нас происходит? 89%. Да, вот это вот уже получше будет с лампочкой. Ага, вот это получается хвостик, тут лампочка была. Хотел их повесить, теперь повесил. Освещение получше стало сверху. Это потом еще наверх поднять. И вот эту. Ну что, мы сделали улучшение принтера электроники. Первый раз я за все время это делаю. Я не знаю, пропадут ли мои слитки, если я это сделаю. Надеюсь, что нет, но все равно заберу. Мало ли, что случится. Да, и что, отвертка нужна? Да, вот так получается. Улучшили принтер электроники. Рычажок у него теперь боковой. И включается он как настоящий компьютер долго. Что Критический поменялось? уровень обезвоживания. Добавилось здесь чего? На автолад можно сделать улучшение, кстати. Давай сделаем сразу. Раз уж мы здесь копаемся. Арви мы его не можем сделать, потому что меди нет, да? Ну, давай сейчас автолад улучшим. Делайся. Можно еще и трубогиб улучшить, если хватит материалов. Ну и принтер инструментов, я думаю, поможет нам. Пора смещаться в эту сторону. Принтер безопасности можно было бы где-то поставить. Надо под них, мне кажется, уже отдельное помещение строить.
Уже под все нужно отдельное помещение. Я из бытовки вырос. Мне нужен стол, еще один. Здесь горит зеленым, как будто она заряженная. Видишь, надо на стол ставить. И вот сюда нужен прибор. Что там происходит? Делается. Тоже вот пишут, что медь нужна. А, это другой сейчас стоит. Это предмет другой, все. Нормально, меди нет. Медь потеряна куда-то в текстуры. Ну, не в текстуры, а где-то она. Там с той стороны я ее не нашел, с этой стороны не нашел. Где-то она лежит. Автолад накинем улучшение. Вот так. Что там еще у нас по улучшениям есть? Улучшение автолата. Фабрики инструментов, гидравлический сгибатель. Вот принтер электроники уже сделал, автолат сделал. На сгибатель гидравлический поставим. Потом еще и фабрику инструментов проапдейтим. Упаковочная машина. Печь можно вот улучшенную будет поставить. Но сначала, мне кажется, надо с первой печью разобраться. Компостер. Я думаю, я с первой печью сначала разберусь до конца полностью, а потом уже буду улучшенную ставить. Ну или разберусь настолько, насколько смогу. Фабрика инструментов. Кто умеет автолад? Газотопливная центрифуга. Не видел я ее раньше, скорее всего, появилась здесь композитные. Рольстауни я делал, пока я их никуда не представил. Есть вот улучшенный переносной ящик. Просто переносной. Глубинный рудокоп. А вот это интересно. Ладно. Обзор позже. Давай мне еще и делай на фабрику инструментов. Сейчас мы это дело поулучшаем. Теперь у нас есть большой теплообменник Сталинвар. Регулятор выдвижной.
Это все было, наверное. Душ, может быть, не помню, был, не был. А вот турбонасосы появились. Делить надо. Средние фильтры я, в принципе, могу делать. У меня есть Константан. Я уже могу их потихонечку себе изготавливать. Изоляция клейкая. Ух ты, можно кидаться, да? Да, только надо целиться, куда кидаешься. Прикольно. Не знал, что можно бросаться вещами. Прожил 170 дней на Марсе и узнал, что можно вещами бросаться. Отлично. Что у нас здесь появилось из полезного срочно мне? Скафандр прочный, астролой нужен. Понятно. Тоже астролой. Значит, это пока не про меня. Улучшенный пояс шахтера. А вот это я возьму. Одну штучку минимум. Кель надо. Улучшенный пояс инструментов. Я сейчас два с собой таскаю, да? Давай я сделаю себе один. Константана 5 штучек с железом. Пока тут воспалой. Такие ингредиенты, которые я пока делать не делаю. Луна игрушечная. У меня черная ходит. Это тоже можно в черный покрасить. Спламенитель. Барьеры тут всякие тебе. Дуговой сварщик может, кстати, понадобиться. Варить в помещении без загрязнения помещения. Жидкосос. Жидкосос. Вот мне бы он надо был бы, да, когда я жидкость потерял. Я бы мог бы забрать часть жидкости. Ну да, шахтерский бур. Вот этот мощный бур мне понадобится. Надо будет стали себе наварить. И сталь закончилась. Улучшенные болгарки.
Да, в общем-то, стали надо будет сварить, и будет мне улучшение по инструментам. Очень актуально. Медь надо эту фигню сделать. Станционный детонатор. Краска пистолет. Да, интересная куча вещей. Обновки. Инструментов. Конечно, здесь больше места под инструменты. Тут сразу тебе, пожалуйста. Я вот пистолет этот, в принципе, не таскаю. Он лежит как что-нибудь называется, как что попало. Да, здесь тебе, пожалуйста, все, что хочешь. Можно, кстати, вот так сделать, да? И вот так. И хранить здесь всякие дополнительные вещи. Я не могу вот эти штуки сюда поскладывать. С удовольствием бы поскладывал. Ну, хоть так. Это уже, пожалуйста. А это что у нас тут? Тут просто больше пояс шахтера. Больше, чем обычный. Тоже пойдет. Можно даже сделать... Не буду. В общем-то, вот так. Теперь у меня пояс шахтера просто больше. Это можно вытащить. Сюда положить. Да, и один с проводами просто себе сделать, с запчастями. Вот сюда его. Ну вот уже поприятнее. Места чуть больше стало сразу. Это мои. Ну да, мне надо будет еще сплавы, тогда смогу сделать себе такие коробочки. Пусто. Да, поскидываю пока их. Что это такое? Серебро. А это что? Это сталь. Остаток. Значит, у меня закончилась сталь и медь. Я думаю, медь найдется, когда я халабуду. Закончу эту переделывать, буду что-то с ней делать другое. Когда-нибудь же это место, время настанет. Хорошо, теперь мы пойдем. Мы пойдем. Что случилось? Дорогой друг, я благодарен тебе за то, что ты был со мной на этом видео, за твои лайки, комментарии и поддержку. Подписывайся, приходи на следующее видео, будем завтра расширять количество мест для хранения газов. И наконец освободим печку, продолжим плавить металлы. Есть, теперь надо и идти дальше. Пока расшитое оставлю.
66 железячек, конечно, выпало. Неплохо. Пригодится. Ради одной единички запускать вот эту вот целую центрифугу.